Привет. Сегодня у меня в гостях моя подруга, она приехала из Тайваня, и она уже 1 год прожила в Москве, Да. поэтому сегодня я хочу у нее спросить, как все это происходило, что она думает по поводу жизни в Москве. У меня к ней есть несколько вопросов, давайте послушаем. В общем, я буду тогда спрашивать вопросы по-русски, и Кристи будет мне отвечать по-английски, потому что она учила русский язык, но еще не очень хорошо знает, поэтому я вам напишу внизу субтитры на русском. Ищите там кнопочку, где включить субтитры. В общем, такой у меня к тебе вопрос. Значит, сколько ты уже 1 год, да, в Москве? Yes, I have been to Moscow for 1 year А почему ты в Москве живешь? because I've been to Moscow. I study here. В институте, да, ты Да. учишься? Ну, понятно. Ну вот когда ты вспомни первый день, первую неделю, когда ты приехала в Москву, какие у тебя были ощущения? The first time I have been to Russia, I feel like everything is very big because like in Taiwan the roads are more smaller and like the people, we have a lot of people, it's more crowded. But in Russia, like everything is very big. And Ну, у нас тоже много людей здесь. yes, but like it feels different because like the space is more bigger and like the Более открытое пространство. да, Вот я тут такая. другой язык, и ничего не понимаешь, как раньше. And it's very, very interesting and very new for me that time. Это же совсем отличается от китайской культуры на Тайване. Там же, китайская, да, культура, все китайские буквы. Да. А в России не английские буквы, а русские буквы, да? Да, Все везде да. написано по-русски. Да. Ну, были какие-то моменты еще, которые тебя удивили? Yeah, I'm very religious. You was surprised about what? Surprising about like the people, I think, because I have never been surrounded by like a lot of foreigners before. So, ты имеешь в виду, что когда ты приехала в Москву, для тебя было необычно то, что ты живешь среди иностранцев, ты же жила в общежитии, да? Yeah, I have been living in the dormitory, and like the most like in the first thought is like I'm very shocked because like the dormitory is not very good and it's very old, and actually it's dirty, so I have taken a lot of time for cleaning my room there. О, но потому что оно было грязное, это общежитие, или потому что очень-очень старое? Yeah, it's very old dormitory in my school, but my school is actually good. Yeah. Какой у тебя институт? I study in Moscow Civil Engineer University. Yeah. Короче говоря, это строительный институт МИСИ. Не знаю сейчас, как у него аббревиатура. МИСИ, строительный университет. Окей. Потом, это из плохого, я так поняла, что тебе не понравилось общежитие твое. А из хорошего было какое-то впечатление первое время? Что значит? Some good emotions in the first time. Okay. Like I feel like it's very cool. Like I come to Russia and I can have the opportunity to meet with different people from different country, and I have met a lot of people. Like they share about their culture, their living style, and I have been visited for different spots and different places, and I very like the architecture here. Like the architecture design and like the churches is very impressive. Ты сама ходила гулять или с кем ты ходила? I go out with my friends. И куда вы ходили? Какие именно места тебе понравились в Москве? I have been to the Red Square
and like some parks like Wegenha and Arpad, like the Arpad street. Yeah. Арбат. Arpad. Мгм. Окей. Но были какие-то еще моменты, которые тебе не нравились, были непривычные? I think the most hardest part is because in first time for the foreigners we don't speak the language, but sometimes like if I need some help or something, most of it if I use English to ask, like the people wouldn't respond. So that is the most hardest part for the first time. So, то есть основная как бы проблема была это язык, да, русский Yes. язык. Но другие вещи, все было нормально, не было никаких проблем. I think like at first I have some problem with like the food because it's very different from between like our country and here in Russia. So I take sometimes to get used to it. Ну, а как сейчас? Сейчас у тебя еще какие-то остались сложности, когда ты здесь живешь, или уже привыкла? No, now everything is very well. Like I survive in this year and I have... Survive? Это прям выживание какое-то. Yeah, Это же Москва. Because like we living in a dormitory, like we have to cook and like it's very different culture from countries. Окей, ну у тебя есть кухня, ты можешь пойти в магазин, купить что-нибудь вкусненькое, So I have learned приготовить. a lot in this year. Потому что дома ты не готовила? Конечно, это дома. А дома тебе мама, да, готовила? Да. То есть тебе нужно было научиться готовить еду, да, покушать? Да. Окей. Ну это как бы твой личный опыт такой. Да. Окей. So, ну, до того, как ты приехала в Россию, как ты вообще думала про Россию? Что ты думала? Что здесь медведи ходят по улицам? И русские люди каждый день пьют водку? Ты так думала? Yeah, before like from the information from internet and something, the first impression like for me, for Russian people is like maybe they drink a lot of vodka and like a lot of bears in the forest and like the people is more tough and more strong. But actually I have been here and like it's different. Значит, все, что пишут в интернете, это все неправда? Yeah, it's not all true. Ну, а на самом деле, как это выглядит? Вот Москва, как она выглядит? I think the people is nice. Like after I learn the language, after that, when I can speak, the people get helping me something and making some friends. То есть, когда ты немножко выучила русский язык, да, Yeah. ты стала общаться с русскими людьми больше, Yeah. и они уже стали на тебя реагировать лучше, да? Yeah. А, кстати, помнишь, ты мне сказала, когда ты только приехала, первый месяц ты была в Москве, Yeah. и ты шла по улице, и другие люди думали, что ты русская, и что-то спрашивали у тебя на русском языке. Yeah. Because like I think in Moscow, like they have different people, and some people look like Asia, but they speak in Russian. So people usually will ask some question, but before like it's very awkward because I don't speak any Russian, and they ask I don't understand at all, but they speak Russian, still only Russian with me. Да, потому что Россия очень большая, и в России живет много разных национальностей. Yeah. И некоторые национальности, они, туда близко к Азии, да, и они выглядят как, у них как азиатское, да, лицо немножко, там Бурятия, Калмыкия, Якутия, поэтому сейчас в Москве очень много разных людей, тех же русских, да, русскоговорящих людей, которые выглядят по-разному, вот, и потом, у тебя такое вот лицо, не очень китайское, я не знаю, вот, как вы думаете, то есть некоторые азиаты, у них лицо там не сильно такое, что прям азиаты, и оно, вот у японцев, да? Normal, maybe like
some other country, no? No, I think it's okay. Like it's like still like Asia for me. Слушай, хочу тебя еще спросить, ну вообще за это время в Москве были какие-то интересные истории, которые с тобой случились, какие-то моменты, которые тебе запомнились? Yeah, like the time in I live in the dormitory, it's very hard, very deep mind for me because like every week I have to take the suitcase to the supermarket to buy some grocery. Чемодан? Uh-huh. Почему чемодан? Because like the supermarket from the dormitory is far. So like me and my roommate, we always take the suitcase with us, go to the supermarket to buy grocery. But it's very convenient because like we can take a lot of things and we don't have to buy a lot of time. Это, ну, представьте себе, две такие иностранки приходят в Ашан с чемоданом за продуктами. Ну, я знаю, на самом деле, у них потому что общежитие находится, скажем, ну, вот территория этого отеля, института, она такая большая, и общежитие находится в самом конце, там, в самом заду, около леса. И чтобы выйти сюда на шоссе и еще пойти, ну, там нету, там у них ближайший вот именно Ашан. И получается, что они туда идут с этим чемоданом минут 20, да? Сколько туда идти? 30, можно быть 30. 20-30 минут они туда с чемоданом закупаются на всю неделю продуктами и обратно, значит, в общежитие идут. Ну, потому что обычно всякие пятерочки строят там, где есть жилой массив, там, где жилые дома, а этот институт, он так в лесу утоплен. Да, это, конечно, ну, неудобно, скажем так, неудобно, но смешно. Да, ну, интересно. А еще? Like, something happened, it's more deep mind. I think everything is good. We have been to a lot of places, like some malls and something like the decoration there, like the design there is more new and more, like Moscow is a city for mix, like they have some modern things, but they also keep the old style of architecture. Ну, в общем, интересно в Москве. Yeah, it's very interesting. Потому что в одном городе ты можешь увидеть достаточно много... Yeah, like a lot of city, they only can see or see for one style. Like in Moscow, they have different kind of styles. Ну да, конечно, с течением истории в Москве и совсем-совсем старые дома, и такие средние дома, и современные дома, ну, в общем, разные. Окей, но на самом деле я знаю, что ты каждый день учишься, и у тебя мало ситуаций за этот год возникало, потому что действительно ты проснулась в институт, сделала уроки и спать. Этот первый год у них был очень сложный. Тогда расскажи мне об обучении в России в Русском Московском институте. Отличается это от Тайваньского института, программа вот обучения? Как все происходит? Like, I have some advices for some people if you want to come to Moscow or Russia to study, like you must at least like learn some basic Russian because language it's very important here. If you speak English or other language, it's not usually work because like Russian people they speak. Some people only speak Russian, so it's more hard for foreigners for living here for the first time. So you have to prepare some. Есть же программы, когда ты учишься на русском, да, есть также возможность на английском учиться. Yeah, you have to choose the course, but like in Moscow, sometimes you can apply for scholarship. So usually like the course for scholarship is in Russian. But if you are interested in English, like of course you can pay for the course, but like you still have to learn Russian. Почему? Потому что люди нужно использовать этот язык. So, если ты учишься на scholarship, на бесплатной программе, то, насколько мне известно, это только на русском языке преподают.
Хотя, может быть, в некоторых институтах надо посмотреть. Вот. В основном обучение на русском языке происходит, и, конечно, для иностранных студентов это сложно. Им нужно быстренько выучить русский язык, чтобы уже начать учебу. Но и Кристи, еще раз я повторюсь, она сказала, что даже если вы учитесь на английском языке, все равно русский язык учить надо, иначе как вы будете ходить в магазин и вообще тут жить? Yeah. Да. Okay. Yeah, but everything is interesting, and I like everything. I like the people I meet, and I have some good memory with some good friends. So yeah, it's very nice living here. В общем, ты рада, что ты приехала в Москву? Да. Good experience. Okay. Ну что, если какие-то у вас есть вопросы к Кристи, вы можете написать внизу, и потом я передам ей это, она напишет ответы вам. И like And subscribe. И, да, поставьте нам лайк и подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Впереди будут еще какие-то интересные видео для вас.